Здравствуйте. Сегодня мы беседуем с Игорем Юрьевичем Засыпкиным, арт-директором галереи «Арт-Коминтерн». Вот говоря о современном искусстве, какая-то есть у нее перспектива? Потому что, если так вот немножко смотреть ретроспективно, да, у нас, сначала там в искусстве искали какую-то божью искру, да, Да. потом пытались, постичь человеческую природу, там, природу предметов. Вот сейчас мы что-то пытаемся постичь или уже прекратили этим заниматься? Да, вот это искание прекратилось. Природу предметов мы точно уже не ищем, да. Себя в природе, может быть, наверное. Потому что начинал я как раз современного искусства. И долгое время, это еще 80-е конец, я работал с художниками современными и пытался показывать. В то время это было достаточно сложно, потому что все мои показы это были какие-то гостиницы, какие-то иностранцы, номера, и все это вывозилось за рубеж, да. Я как бы на свой вкус отбирал художников, которых мне казалось интересные, да, и предлагал западным галереям. И это был достаточно большой срок, потом все эти вот пошли интересные послеперестроечные веяния, и вроде как с картинами уже заниматься было не так интересно, а интересно было заниматься всем. Вот мы всем и занимались. Но где-то ближе к 2000-м судьба так сыграла такую роль, что я опять пришел к живописи. Это было удивительно. То есть, когда все рухнуло, все абсолютно, я понял, что вот это все было такое... Картинка красивая. И вся эта картинка рухнула. И ты как бы ничего уже не имеешь. И вдруг вот художники пришли ко мне, те, с которыми я работал еще там в конце 80-х, говорят: Игорь, а ты не хотел бы снова с нами поработать? Тебе уже нечего терять. Ну и действительно, я подумал, что не терять. Садиться на машину и вечерами бомбить, да, это уже все тогда прошли это. Ну и как бы вот все это пошло и закрутилось. Тогда был Дом художника. Это замечательное место, которое вокруг себя, буквально формировало эту среду. Все туда хотели попасть. И теоретически это было возможно, не имея большого блата. Можно было попасть в художники, там какие-то коммерческие были выставки, не только маститых художников, у которых была очередь, но могли и попасть обычные художники, да, постаравшись. И это было огромное-огромное здание, где было, куча направлений, куча этих художников интересных. И это очень резко отличалось, опять же, от набережной. Не хочу ее ругать, но это действительно резко. Там все-таки, мне казалось, на набережной это вот такой вот поток. Поток, который там повторы, поток, что-то удачное, давай еще, давай еще. Здесь все-таки больше было творческое, хотя, конечно, было и коммерческое. Все это шло рука об руку. И вот уже после современной живописи я почувствовал, что мне нужно идти в антикварную. И вот мы как раз встретились с Петром Петровичем, нас пригласили в аукционный дом «Совком», и вот оттуда пошла советская уже, у нас пошла советская живопись. И вот такой вот этапы пути. Я как раз ушел от темы, да, вот что все-таки сейчас. И вот сейчас, наверное, я все равно покупаю современных художников, я все равно их вешаю себе, да, если еще есть место. И я все равно получаю от этого удовольствие, но вижу, что современному художнику стало настолько тяжело, что просто как посредник я не могу его продать. Это просто нереально. Дай бог, чтобы он заработал. И я уже в этой цепочке лишний. И те цены, которые сейчас они предлагают за свои работы, они настолько мизерны, да, что это уже холст и краски, и вот, наверное, все, да. И немного вот то, что электричество он потратил на это, чтобы написать эту картину.
что я с ужасом смотрю на всяческих площадках современных интернет, сколько стоят там картины, которые просят художники за них. Ну, это просто, это несопоставимо с тем, чтобы это было раньше. Просто несопоставимо. И все те художники на Масловке, которые были успешные, просто супер успешные современники, да, они сейчас влачат достаточно тяжелое существование. Я даже знаю, многие там сдают свои мастерские, сдают свои квартиры. То есть современное искусство сейчас в тяжелом состоянии. Вот все-таки мы как-то, так, глядя немножечко назад, да, видим, что мы через это, в общем-то, проходили, да. То есть все импрессионисты, кубисты, там, сюрреалисты тоже влачили поначалу достаточно такое печальное существование, но сейчас они все благополучно переехали в музеи классического искусства. Вот есть ли какие-то направления, может, какие-нибудь художники, которые, по вашему мнению, могли бы такой же путь пройти? Знаете, очень сложный, конечно, вопрос. Мне кажется, что все уже попробовали. Все направления испытаны. Что-то придумать нового, такое, чтобы осталось в веках, новому поколению очень сложно. Хотя вот сейчас вспоминаю разговоры с достаточно известными людьми, предпринимателями, они готовы. Они говорят, что, Игорь, найди нам художников, которого мы бы могли вот увидеть что-то в нем новое. И мы готовы его финансировать, готовы вкладывать. Но даже мне казалось, что я знаю многих, да, и я не могу никого предложить. То, что я предлагаю, это уже вторично. Это уже неинтересно. И как будет складываться дальнейшее, я не знаю. Не могу сказать. То есть надо, наверное, просто подождать и посмотреть, что будет. Да? Может быть, время само покажет, да. Но пока вот что-то нового такого, о ком говорят, да, я не слышал. У нас вот есть какая-то обойма там Шилов, Сафронов, да, покойный Глазунов, и все, мы больше вот таких-то и не знаем. Нонконформисты, вот, наверное, да, тоже тема интересная. Но ее тоже очень надо знать хорошо, и их тоже немного. Казалось бы, раньше это можно было купить и достаточно недорого. Теперь этого нет. Теперь нонконформисты — это определенная тема, которой интересуются. И даже вот у меня есть заказчики, которые хотят, но я не могу. У меня нет источников, где я мог бы найти такого рода работы.